Всем привет из Ирландии. В последнем видео я сказал блядские украинские права. И многие написали, что ты имеешь против украинских прав, что с ними не так. С ними не так то, что они в большей своей мере были куплены за коррупцию. То есть коррупция по поводу водительских прав в Украине, она просто таких размахов, да, просто вселенских. Сейчас вот давайте мы кокосик пробьем, будем пить, да, и обсуждать эту тематику. То есть, если люди считают, что купив вот эти вот права, то они, у них на душе ничего не ёкает, то это, конечно, проблемные водителя. Я в Украине не сдавал на права, я сдавал тут в Ирландии, да, получал, у меня есть целый плейлист, вы можете перейти на мой YouTube канал «Моя ситуация», если смотрите меня, да, в ТикТоке, и там найти, и по моим всем, да, по моему опыту, да, пройти этот путь. Многие уже клоуны создали чат-бот на українській мові. Не важно, що тут, щоб здавати на права, українська мова вообще не потрібна. Тому що перевод возможен на российскую, то есть на русский, да, в наушниках, когда сдаешь теорию по вождению, а потом сам экзамен будет на английском языке. Зачем украинский, я вообще не понимаю, это первое, там 12 или 15 евро это стоит, вот эти клоуны, блогеры это все рекламируют, при том, что это все в бесплатном доступе, я все это нашел в бесплатном доступе и сдал. То есть, я не понимаю, эти циркачи просто хотят на своих же, на своих же людях, да, нажиться максимально, вот просто максимально, как это возможно вообще, как это возможно в жизни сделать. Это мне, конечно, непонятно, но если людям девать некуда деньги, то, конечно, вы можете это сделать. Вы можете покупать там чат-боты, и все рекламируют, не понимают, что это просто скам, это просто, ребята просто взяли все, что нашли в бесплатном доступе, просто это типа сложили вот так вот, при том, что ты сам, если не дурак, ты можешь вести это все пальчиками, да, и найти бесплатно, без всяких оплат, и учить так, как ты хочешь. Я не понимаю вообще, почему люди наши такие, немножко, да, как будто им вообще впадлу что-то делать. Даже страховка. Крокеру бежим. Зачем? Сам все позвонил, сделал, заявку на сайте оставил, вообще не вопрос. Мне это непонятно, для меня это, конечно, загадка, почему наши люди, пытаются все максимально, типа, облегчить для себя. При этом это обычно приводит к тому, что оно не облегчает, да, все эти действия, а наоборот усложняет. Не о том. Я не сдавал на права в Украине, но мои друзья многие сдавали, и там была прям такса, понимаете. Если ты вообще не хочешь приходить на обучение, вообще не хочешь доучиться, просто доплачиваешь сверху, и все, приходишь в последний день, тебе отдают права. Все, вообще не вопрос. После начала войны, 22 года, 23-го уже, да, ужесточили жестко правила, сейчас так уже не прокатит. Ну сколько это? Всего лишь 3 года. А с 91 года, с независимости Украины до 22 года, сколько прошло, да, времени. То есть, понимаете, сколько людей получали права по всем вот этим вот схемам, да, то есть, а сколько давали взятки. Вот вы меня сейчас смотрите, вам не стыдно? Да, почти через одного давал взятки за превышение там скорости. У нас в Украине можно было раньше за 3000 гривен-5, если ты пьяный едешь, просто откупиться. Тебя менты еще домой довезут, тачку припаркуют и еще честь тебе отдадут, вы понимаете? За 5000 гривен, это смешно, это просто ни о чем. Ясно дело, сейчас уже ставки выше. Я говорю про то время, когда я был в Украине, и когда я общался, и у меня несколько друзей такой функцией пользовались. И вот как я могу назвать их честными, да, водителями, как? А маршрутчики, я вообще молчу, едешь просто по маршруту, остановка гаишников, да, и все, просто сразу 200-100 гривен дается, просто чтобы никаких проверочек, дальше спокойно едешь. То есть все, кто за рулем в Украине с большим стажем, все люди проходили коррупцию и давали бабло на лапку, давали кому-то на лапку, чтобы да, спокойно себе дальше ездить. И когда люди сдавали на права, это просто трэш. Даже если ты все знал, тебя валят, и ты все равно обязан дать инструктору сверху еще на лапку за главный тест. То есть это так было в большей своей мере. То есть больше, я не говорю, все прям, нет. Ну, большая часть так делала.
и огромный пласт именно покупал права. Так почему их нельзя назвать блядскими? Потому что они коррупционные, потому что большинство людей их получали за бабки. То есть это смешно. Здесь же ирландские права, это абсолютно другой движ. Ты не можешь их купить, ты не можешь подкупить гарду, да, если ты пьяный едешь, ты, не знаю, даже $1 000 000 они не возьмут, да, то есть они реально тебя конфискуют машину и тебе эти поинты, да, в суд и так далее. То есть, и чтобы здесь получить права, нужно постараться. И я считаю, что я постарался, я дошел до финиша за почти год. 11 месяцев мне понадобилось, чтобы сдать и получить полные ирландские права. То есть, вот так вот я это сделал, да, и как бы в чем проблема ваша? Если вы такие герои в Украине получили права, почему вы не можете в Ирландии их получить? Объясните мне. Вот почему? В чем причина остановки, понимаете? В чем причина остановки? Просто скажите мне, пожалуйста, я не могу понять просто, в чем эта причина остановки. Ну, наконец-то я пробил этот кокосик. Так, я не понял. Я не понял. Солнышка нету, я хочу кокосика. О! В чем проблема, мои герои? Герої мої незламні. В чем ваша справа? В чем? Что вы не разумеете? Что украинские права здесь это просто фантик, что просто из-за того, что война и временная защита, что позволили кататься здесь на украинских правах, вы это не понимаете? Вы это не разумеете? Шкода, шкода, велика шкода. Так что и не забывайте, что в других странах, возможно, да, могут послабить. Там Германия, там Польша, потому что у них правила движения, у них руль с нужной стороны, как и в Украине. В Ирландии все по-другому. Алло, гараж, придите в себя. В Ирландии таких послаблений не будет. Здесь каждый будет сдавать по новой на права и получать ирландские права. Как я это прошел путь, да, заранее, потому что, ну, когда у человека есть голова на плечах, да, и он думает о будущем и хочет здесь интегрироваться и остаться, то он сразу заранее делает какие-то шаги. А если человек думает, что все время будет просто дай, уехав у Китая, то есть на халявку все, то прокатит, то оставят, то будет нормально, не парься, ну сколько людей. Да, сколько людей, столько и мнений. С какого хрена должны они права украинские, да, воспринимать всерьез? С какого хрена, если они сами знают, какая там коррупция? Это знаете, эти все статистики есть в открытом доступе. Так что не нужно тут мне рассказывать, что украинские права не блядские. Они блядские в прямом смысле. Были, есть и пока будут. Если вы в Европе, если вы в Ирландии, пожалуйста, имейте, да, ну, если у вас хватает мужества и ума, сдайте и получите ирландские права. Я не вижу здесь никаких проблем. Если вы такие с десятилетними стажами по Украине, конечно, по коррупционным дорогам кататься, конечно, легко, когда денежку раз дал за превышение, за пересечение линии, за сплошную, а за то, а за сё, а за пятое. Ну, конечно, здесь так не прокатит, здесь плохие, здесь не такие. Конечно же. Ну, так что давайте будем честными, прекращайте здесь из себя корчить одуванчиков, мальчиков. Я свои получил первые права, первая машина, то есть мой первый опыт это в Ирландии. А вы там, в Украинке, все платили практически. То есть все в той или иной мере, у кого есть машина, сталкивался с коррупцией в Украине. Не нужно мне рассказывать. Пишите в комментариях свои отношения к этому всему, да. И именно как вы сдали на права в Украине. Интересно именно послушать ваши истории. Прям вообще ничего не давали. Вообще просто все сами с усами. Прям. Сколько таких интересно будет. И сколько будет тех, кто реально заплатил, потому что им сказали. Либо платим, либо теряемся, либо сдаем с 20-й попытки. Для на связи, держу в курсе. Кокосовое молочко.